Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы продолжим обзор Debian 12 на Dell M1330. И поговорим о проприетарных программах, которые присущи в принципе Windows и как они работают на Debian. И сразу буду отвечать на вопросы комментариев о том, вот пишет у нас Кваренп. Серфинг все равно невозможен, сайты сейчас много жрут и процессора, и ОЗУ. Так вот, у меня сейчас две вкладки Хрома, проприетарная программа. Вот. Одна, здесь раз, два, три, четыре вкладки. Ну, могу их даже показать, ничего страшного. Вот такие вкладочки, то есть открываются быстро. Вторую вкладку открываем. Вот у нас YouTube Studio, ChatGPT, Google, розетка, еще какой-то сайт, Google Gemini, ну и тут еще SSD-шки там ищу. Вот. И висит еще вот у нас Viber, проприетарная программа. Прекрасно, точно так же работает, она даже лучше, чем у меня на Windows. Но, скажу сразу, на Windows у меня стоял жесткий диск, здесь у меня SSD-шник стоит. И вот, говоря о драйверах, там у меня подписчики пишут, что драйвера гораздо легче найти на Windows, даже на старое железо, чем на Linux. Но у меня получилось наоборот. Я не мог на этот Dell поставить SSD-шник свой. Хотя у меня опыт установки SSD еще с 2018 года. Я работал в одной из IT-компаний, занимались программным обеспечением баров, ресторанов. И то есть подкидывать драйвера в Windows я могу, но сюда я не нашел. А на Linux, как на Linux Mint, так и на Debian 12, он подхватил этот SSD-шник. Не знаю, с чем это связано. Если кто знает, сейчас еще один нюанс укажу. Этот SSD-шник Kingston Fury на 120 гигабайт, он у меня работал на EEPK 1001. Это, кто может еще помнит, нетбук одноядерный с двумя потоками. Там он работал. На Windows 7 и 10 я туда устанавливал, все работало. Ну, 10 он вообще не тянул, понятное дело. Там 1,6 ГГц процессор одноядерный. Ну, да, не вопрос. Но на 7 он более-менее как-то там работал до определенного момента. Вот сюда я этот SSD-шник ставил, и ни 10, ни 7, сколько я драйверов не подкидывал, он все не то, не то, не то и не то. Я долго мучился, наверное, недели две. Я пока не перебрал все в интернете, что было. Так у меня и не получилось. Именно с этим SSD-шником. Я не спорю, если другой SSD-шник поставить, возможно, он будет работать. Ну, вернемся к нашей теме проприетарных этих программ. Вот Viber, пожалуйста, вот он работает. Вот, пожалуйста, все работает. Сейчас Telegram. Я просто не знаю, что еще можно поставить такое, что нужно для простого человека. Опять же таки вернемся. Не там для какого-нибудь игромана или еще кого-нибудь, что, ну, больше мне, допустим, из таких программ ничего не надо. Да, еще Оперу хочу установить, это мой любимый, в принципе, браузер, не знаю, ну вот, нравится он, хотя Хромом уже давно пользуюсь, потому что он как бы на винде у меня более стабильно работал, чем Опера, ну, стабильно, ну, не знаю, неважно. Сюда я его еще пока не устанавливал. Теперь по вопросу, там опять же таки в комментариях пишут, это там геморрой ставить программы на Linux, на Windows все проще. Возможно, но здесь, во-первых, это все бесплатно, все, как видите, работает точно так же, как и на винде. Ну, именно простые программы, даже проприетарные. Но как я это делаю? Вот сразу
чтобы не занимать время, Google Gemini. Я просто задаю вопрос, обычный вопрос ему. Вот. Давай поставим на мне оперну Debian 12. Вот он пишет. Давайте, самый надежный способ через официальный репозиторий Opera. Один способ. Вот он описывает. Да, через командную строку надо работать, но это не сложно. Вот я командную строку вверху вывел сразу сюда. Это тоже легко делается. Нажимаю. И сюда ввожу команду, ту, которую копирую, ту, которую мне пишет Google Gemini. Все. И как для меня, человека, который очень редко, даже когда я работал чуть-чуть в IT-сфере, там 3 года, обслуживая рестораны, я там раз 10, может, использовал командную строку, и все. Для Windows это вообще там практически никогда не надо было. Но здесь вот просто копируешь и вставляешь. Плюс есть простой способ, вот, более простой. На официальном сайте можно, если не добавлять репозиторий, не заморачиваться. Те, кто еще не понимает, что такое репозиторий, так как я, когда Linux Mint закачал, тоже не понимал, что это такое. Сейчас-то понимаю, ладно. То просто на сайт оперы заходишь, скачиваешь, вот, допустим, давайте зайдем, найдем опера, скачать оперу. Я раньше этого не замечал. Скачать и Chrome, и оперу, все это опера, допустим. Нажимаю. Вот, заходим сюда. Загрузить сейчас. И теперь давайте посмотрим, что он нам будет просто загрузить или какие. Так. Когда я Chrome загружал, там было внизу написано для Linux, для Windows, там еще для macOS. Для оперы тут я не вижу пока. Ладно, давайте просто загрузить. Что он нам? Да, что-то не совсем так, как написал нам Google Gemini. Но, в принципе, раз поморочившись, вот он закачал Opera Stable AMD64 deb файл. И вот теперь он автоматически deb файл определил для этой операционной системы. Теперь уже можно читать дальше. Вот он пишет. Скачали файл с официального сайта, установите его командной sudo apt install opera stable deb. Давайте так и сделаем, чтобы было понятно, что это потом. Sudo apt update. Вот, собственно говоря, и все, что нужно сделать. 3 шага еще. Вот. Берем. Копируем. Вот, просто копируем. Любой пользователь это может сделать. Ну, мне сейчас неудобно, я поставил, чтобы у меня съемка шла и видно было, что я делаю. Так. Копировать. Терминал вот у нас вверху. Вставляем. Вставить. Нажимаем Enter. Свой код вводим. Нажимаем Enter. Так, чтение пакетов готово. В командной строке не поддерживаемый файл. Ну, бывает и такое. Ну, собственно говоря, вот это вот мы копируем, вставляем в Google Gemini. Он нам рассказывает, если это не получилось, какой-то еще предложит вариант. Но в итоге все вот получается, все работает. Я не буду сейчас заморачиваться, может еще 5, может 10 минут потребуется, чтобы установить. Но это
Нужно один раз сделать, и все работает потом вот так, в принципе. Да, я указывал в первом видео Debian 12, что да, 40% всех нужных там патчей, там кодеков, чтобы открывать видео, там, и все это нужно делать через командную строку. Да, это минус, не вопрос. Но искусственный интеллект в помощь, он вам поможет, да, вы вечер потратите. Ну, если честно, то настраивая Windows, что 10, что 7, я в принципе не меньше тратил времени. Просто это было привычнее, чем здесь. И все. Но это все тоже реально. А плюс какой, это все бесплатно. Потому что у меня, вот, допустим, очень много знакомых, которые до сих пор всем этим ломаным пользуются. Что-то у них потом тоже вылетает. И, ну, как бы, если у вас официальная Windows, да, не вопрос. Конечно, это там возможно, да невозможно, а немного проще. Вот. Но, ну, тоже не намного. Ну, в принципе, вот как-то так. Я в конце могу сказать, вот, сколько у меня загрузка. Вот, как один подписчик пишет, вот, много жрет. Вот у меня memory ОЗУ около 40% из 8 гигабайт использован. ЦПУ сейчас вот у нас там, во-первых, 42 градуса, практически не нагрелся. И колеблется до 20% загрузки. Вот с этими всеми программами. Вот. Да, когда вы открываете страничку, там какую-то новую, процессор скачет до 90, до 100%, не вопрос. Но оперативной памяти точно хватает. Плюс еще свап. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько там у меня свапа, но тем не менее. Для вот такого использования этого достаточно. Можно, конечно, попробовать еще открыть. Вот у меня еще и проводник тут открыт. Можно попробовать открыть еще, допустим, что у нас в загрузках есть. Вот какой мануал. Какой-нибудь это. Вот. Не знаю, чем оно автоматически открывается, но открывается. Вот. Я пробовал и книги открывать разных форматов, все открывается. Или LibreOffice открывается, либо там еще какими-то другими программами. Я над этим, честно говоря, не заморачивался. Что-то не открывается, я пишу в Google Gemini, у меня не открывается такой-то файл. Он мне выдает какие-либо версии программ, которые я должен скачать. Я беру и скачиваю. Все. То есть в этом проблем нет. И сейчас посмотрим, кстати, вот опять памяти там, ну, хай 45%, ЦПУ вот так работает. Двухъядерный, двухпоточный, старый 2008 года этот самый Core 2 Duo. Все прекрасно работает. Ну, на винде, честно говоря, у меня он так не работал. Прекрасная системка. Всем спасибо, я надеюсь, кому-то помог. И спасибо подписчикам за комментарии. Еще тому подписчику спасибо, который мне написал о том, что Linux больше ест батарею на ноутбуке. Вот это вот действительно правда. Я реально попробовал, у меня на Windows 7, это было там, допустим, сколько, месяца 2 или 3, у меня 7 еще стояла. У меня он от 45, минимум 45 минут, а то час 10 максимум держал. Ну, в среднем, пускай 40-50 минут без подзарядки. Сегодня попробовал на Debian 12, там 20 минут. Все, и он потух. Я, честно говоря, даже не знаю. Загрузка процессора, самое интересное, памяти у меня меньше показывает. У меня там тоже была визуализация на Windows 7 загрузки процессора, и
оперативной памяти. Там процессор у меня практически всегда работал на 100%, даже облегченная семерка там по всем канонам, которые я только находил. А оперативки было 60% загружено, 80% загружено. Те же 8 гигабайт. Ну, может из-за того, что там был жесткий диск. Это тоже немаловажно. Система ускоряется, согласен, от SSD-шки очень сильно. Но действительно почему-то Linux кушает заряд батареи больше. Хотя нагрев процессора меньше идет. Вот опять 40-42 градуса. Там я когда файлы перебрасываю там на жесткий диск или с телефона, одновременно чатюсь там, допустим, в Телеграме и в Вайбере, еще что-то смотрю параллельно в Хроме, тогда у меня поднималось максимально, по-моему, до 91 градуса. Это я еще пытался обрабатывать видео. Ну, соответственно, ничего не получилось. Ну, 4К ролик я, конечно, сильно загнул. Но тем не менее. Ну, надеюсь, на все вопросы я ответил, которые были заданы в комментарии, и то, что упустил. Всем спасибо, до новых встреч. Будут еще видео о другой системе. Я уже забыл, кстати, там подписчик мне предложил еще какую-то систему. Я даже не запомнил название. Тоже Linux. Надо попробовать. Все-таки интересно будет. Все, всем до свидания.